Всем привет! Сегодня я хочу нарисовать работу по такой чудесной фотографии. Это фотография Финского залива художника Владимира Колесникова. Очень мне нравятся его работы, душевные, проникновенные, именно мне кажутся близкими. Для начала я нарисую свет. Обычно я подложку никакой не делаю для морских пейзажей, но в этот раз, мне кажется, это необходимо. Я буду использовать маскирующую жидкость. Вот это очень хорошая. Она жидкая, просто бывает густые, их очень тяжело наносить. Также не очень сильно портит кисти. В данном случае я буду пользоваться зубной щеткой. И такими движениями, постукивая, я сделаю несколько бликов. Ну, не несколько, тут их прилично, но все покрывать не буду. То есть тут, видите, как их много, это я оставлю, буду потом делать с помощью кисти. После нанесения маска должна высохнуть, вот эта маскирующая жидкость полностью, после чего я погружу мой лист в ванну, либо можно смочить хорошо лист с изнаночной стороны, так, чтобы лист хорошо пропитался изнутри. И тогда уже можно будет приступать рисовать цвет работы. Хотела вам показать еще пару на эту же тему, тоже закаты, которые я рисовала без предварительной заливки светом с первого раза в один слой. Ну, тут немножко другая история, тут нету этих лучей. Тут я хочу показать вот эти лучи на облаке, и я их буду вымывать с облака потом. И хочу, чтобы была подложка, которая будет просвечиваться. Здесь этого нет, и поэтому можно было рисовать одним слоем. Это, конечно, гораздо быстрее получается, довольно-таки быстрее, просто если приноровиться. И вот здесь тоже. То есть сначала рисовала вокруг белое, потом оранжевое, и пошла растяжечка. Также и тут. Сначала белый просто водичкой, потом добавляла желтого, оранжевого и уже дальше пошла-поехала. Тут более сложная задача, но решила попробовать ради эксперимента. Бумага готова. Пару слов о кистях. У меня много кистей, но сегодня я буду использовать китайскую каллиграфическую кисть. Она очень удобная. Ей можно писать широкие детали, большие заливки заливать. Можно мелкие. То есть у нее очень тонкий кончик. Ну, правда, у моей уже не очень тонкий, она у меня старая. Ну, для неба и для воды отличный вариант. Итак, приступаю. Небо готово. На самом деле я хотела сделать по-другому. Я хотела начать с этого облака, сделать четкие края и потом уже писать все остальное небо. Но что-то, видимо, пошло не так, и я начала писать с основного неба. Поэтому облако у меня получилось не четкое, а такое расплывчатое, мягкое, скажем так. Ну, тоже может быть совсем другой вариант получился. Ну, сегодня, значит, так. Я начну писать чуть попозже, буквально через минуточку, чтобы тут немножечко подсохло небо, чтобы они не расплылись. Но не жду, когда небо высохнет совсем, иначе будет очень жесткий край. Так я тоже не люблю. Немножко вытру границу, чтобы ее потом не было видно.
парусе, на парусе. Так. Чтобы провести здесь верхнюю полосу и не растеклось, я беру кисть более жесткую, которая набирает меньше воды, больше краски, ну, какую-то синтетическую, и пробую провести здесь полосу. То есть горизонт должен быть мягкий, но чтобы он тоже сильно не растекался. Тут всегда рулетка. Как получится, так и получится. Можно прям посмелее. Пусть течет, это же акварель. Дадим ей возможность поработать тоже. Здесь, подходя к солнечной дорожке, я буду оставлять пробелы, не прокрасы так называемые. Хочу немножко размыть края бликов, чтобы они не были такими четкими. Пока влажно, я немножко чистой кистью пробую выбрать краску вокруг маскирующей жидкости. Потом можно будет еще, когда все высохнет, применить пару приемчиков. Кто-то губкой протирает, кто-то царапает резаком, лезвием. Можно полотенцем сухим выбирать. В общем, всеми подручными методами и способами, материалами. У меня получилось то, что я не добрала здесь по тону. То есть тут ярко насыщенно на фотографии, все плохо видно, а у меня очень бледно. Обычно я так не делаю, но сейчас я попробую смочить абсолютно сухой лист, я его высушила, даже вот он отходит, смочить водой и добавить еще здесь тоны яркости. Мне кажется, эта часть немного пустовата, можно запустить туда птичек. Я делаю это лайнером, удобно, они получаются такие произвольные. Не нарочитые, не прорисовывая. Какие-то вниз крылышки смотрят, вверх. Но надо стараться делать это не задумываясь. Я пока задумываюсь, и это мне мешает. Там кораблик сейчас зажжем. Там фонарики. Ну, тут немножко фонарик.
тут уже достаточно.